Дорогие друзья и гости нашего канала, всем привет! С вами Людмила. Сегодня приглашаю вас связать вместе со мной вот такие вот пинетки, сандалики для маленького мальчика, малыша. Для вязания данных пинеток я беру два цвета пряжи. Пряжа у меня детская такая, мягкая, Yarn Art Jeans, 55% хлопка и 45% полиакрила. В 50 граммах 160 метров. Ну и также крючок 3,5 миллиметра. Начинаем с подошвы. Как вязать подошву, у меня на канале есть специальное видео. Я поставлю ссылочку на него под этим видео. Посмотрите. Нам необходимо будет для этих пинеточек 4 вот таких подошвочки. Всего по 2 на каждую ножку. Находим центр переда подошвы, отмечаем эту центральную петлю и от нее в обе стороны отсчитываем по 12 петель. Отсчитываем вправо 12 петель и ставим маркер в том месте. И потом отсчитаем еще влево 12 петель и поставим тоже маркер. Теперь начинаем вязать от маркера до маркера столбиками с одним накидом и подхватываем вот здесь на подошве самые крайние петельки и вяжем столбики с накидом весь ряд от этого маркера до следующего. Вот здесь на подошве очень хорошо видны вот эти отверстия, куда мы будем вставлять крючок. Начинаем с 3 воздушных петель. И дальше вяжем столбики с одним накидом. Провязываем до маркера. Вот довязали ряд, маркер убираем и довязываем последний столбик с одним накидом и затем поворачиваем вязание. Вот такой первый ряд должен получиться. В изнаночном ряду присоединяем нить другого цвета, у меня белая, молочная. Начинаем с воздушной петли и вяжем весь ряд столбиками без накида. В каждую петлю провязываем столбик без накида.
Довязываем до конца ряда столбики без накида. Теперь поворачиваем вязание и начинаем с 2 воздушных петель, а дальше в третью петлю от крючка, то есть через одну петлю, вяжем столбик с одним накидом. Снова пропускаем одну петлю, столбик с одним накидом. И так дальше. Пропускаем петлю, столбик с одним накидом. До конца ряда вяжем столбики с одним накидом через одну петлю. Доходим до конца ряда и здесь заканчиваем ряд столбиком без накида. Одна воздушная петля подъема, поворачиваем вязание. Белую нить обрезаем, она нам больше не нужна. Теперь присоединяем голубую нить. Изнаночный ряд вяжем весь столбиками без накида. Но вяжем не в каждую петлю, а вяжем только подарки между столбиками с одним накидом. Последний столбик без накида вяжем в третью воздушную петлю подъема. Развернули вязание, опять 2 воздушных петли подъема и снова столбики с одним накидом через одну петлю. Начинаем с третьей от крючка. Через одну петлю весь ряд столбики с одним накидом. Заканчиваем этот ряд полустолбиком. Делаем накид, потом вводим петлю и провязываем сразу же 2 петли с накидом вместе. Нить обрезаем. У меня вот тут нить как раз почему-то оборванная оказалась. Удачно закончился ряд. В изнаночном ряду присоединяем белую нить и вяжем столбиками без накида весь ряд. Вяжем точно так же под каждую арочку. Провязываем столбик без накида между каждыми столбиками с одним накидом. Только между столбиками.
Вот закончили ряд, и теперь переворачиваем на лицевую сторону. Лицевой ряд вяжем также столбиками без накида. То есть второй ряд провязываем снова столбиками без накида. Все, закончили. Белой нитью мы больше провязывать не будем, поэтому мы ее сейчас обрежем. И дальше уже будем вязать голубой нитью. Задача еще спрятать все вот эти вот концы нитей, которые у нас остались. Нужно спрятать их в вязание. Все, ниточки все попрятали. Осталась у нас вот одна на подошве, но она потом спрячется между подошвами. Присоединяем голубую нить, вяжем ряд, и все последующие ряды будем вязать столбиками без накида. Провязываем столбиками без накида так 3 ряда подряд, туда-обратно и еще раз. В общем, 3 ряда вяжем, останавливаемся. Вот провязали 3 ряда, и теперь набираем 7 воздушных петель. Будем вязать боковые перемычки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 воздушных петель набрали. Теперь на подошве от переда отсчитываем 5 петель. Вводим крючок в петлю на подошве, затем подхватываем петельку вот из воздушных петель, цепочку, и провязываем их вместе соединительным столбиком. Затем сразу еще один соединительный столбик, и потом вытягиваем эту петлю сюда на внутреннюю часть подошвы. Дальше в каждую петлю вот этой воздушной цепочки, цепочки из воздушных петель, провязываем столбики с одним накидом. 7 столбиков с одним накидом.
Вот довязали до центра. Теперь вот этот вот по центру участок провязываем тоже столбиками с одним накидом. Теперь снова набираем 7 воздушных петель. Будем вязать с другой стороны. С этой стороны на подошве отсчитываем уже не 5 петель, а 7 петель. Поэтому мы будем поворачивать в другую сторону столбики с одним накидом. Поэтому здесь 7 петель делаем. И точно таким образом присоединяем воздушные, вот эту цепочку из воздушных петель к подошве. Точно так же вяжем столбики с одним накидом 7 штук до середины. В каждую петельку цепочки из 7 воздушных петель. Провязали все эти воздушные петельки, и теперь в верхушку следующего столбика провязываем соединительный столбик. Соединяем как бы вместе это вязание. Нить обрезаем. Вот такой носочек пинетки у нас уже получился. И я думаю, что мы будем уже вторую часть этой пинетки заканчивать в следующем видео. Буквально через день выйдет видео, в котором вы посмотрите до конца, как мы вяжем эту пинеточку. И после выхода этого видео, второй части, я обязательно ссылочку на него поставлю под этим вот видео первой части. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось видео. Не забудьте подписаться на канал, чтобы вторую часть потом не пропустить, получить напоминание. И до новых встреч!